Вишневый торт «Монастырская изба». Такой красивый, такой нежный, вкусный и ароматный, что не любить его просто невозможно. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. Конечно же, слоеное тесто можно использовать магазинное, но мы сегодня сделаем его сами. Все по-домашнему. В миску всыпаем 350 грамм пшеничной муки. И натираем на крупной терке прямо в муку кусок холодного, а еще лучше замороженного сливочного масла весом в 200 грамм. Сливочное масло, кстати, можно заменить на маргарин. Тесто также получится хорошим. Натираем его, обваливая постоянно в муке, чтобы не слипалось. Перемешиваем все лопаткой или скребком, чтобы масло не нагревалось от тепла рук. Еще подсаливаем щепоткой соли. И в самом конце добавляем 200 грамм сметаны. Сметана для теста подойдет любой жирности. Замешиваем слоеное тесто. При необходимости добавляем еще немного муки. Мне понадобилось ровно 400 грамм. В рецепте я прописала, что муки потребуется от 350 до 400 грамм. Собираем тесто в комок, сжимая его руками. Не вымешиваем. Слоеное тесто должно оставаться неоднородным. Сразу же делим его на 5 равных частей. Обваливая в муке, придаем форму квадрата. Ну или хотя бы стараемся это сделать. Накрываем пленкой и убираем на час в холодильник. Либо замешиваем тесто с вечера, как это сделала я. И на следующий день с ним работаем и выпекаем. Тесто достаточно отлежалось. Раскатываем его в тонкий пласт прямоугольной формы размером 30 на 25 сантиметров. Разрезаем пласт на 3 равные по ширине полоски. Теперь по краю раскладываем в ряд вишню. Ягоду заранее откидываем на дуршлаг, чтобы стек с нее по максимуму сок. Далее скручиваем все это в трубочку. По краю смазываем водой и прокатываем трубочку. Вода помогает лучше склеиться срезу. И швом вниз кладем на противень, застеленный пергаментом. Делаем проколы вилкой и защипываем края. Выпекаем палочки в духовке, разогретой до 200 градусов, около 20-25 минут, до слабого румянца. Оставляем готовые трубочки до полного остывания. А после чего делаем их одной длины, подрезая ножом кончики. По итогу получилось 15 одинаковых трубочек. Для крема берем 750 грамм жирной сметаны. У меня сметана 30%. Просеиваем к ней 250 грамм сахарной пудры. А кто любит послаще, добавляет 300 грамм. Венчиком тщательно перемешиваем, и наш простой, но очень вкусный крем готов. По желанию еще можно добавить ванилин. Тоже будет очень хорошо сочетаться. Приступаем собирать торт «Монастырская изба».
На самый низ тонким слоем намазываем крем, а затем кладем 5 вишневых трубочек. Стараемся складывать торт аккуратно. Покрываем трубочки слоем крема. Кладем второй слой из 4 трубочек. Наносим слой крема. Формируем третий слой из 3 вишневых трубочек. Смазываем кремом. Кладем 4 слой из 2 трубочек. И последний, 5 слой, который состоит всего из 1 вишневой трубочки. Нашу избушку в завершении обмазываем со всех сторон сметанным кремом. И убираем торт в холодильник. Ему необходимо пропитаться и стабилизироваться. Около 7-8 часов он должен отстояться. Немного крема оставляем, чтобы подровнять торт перед подачей. Время прошло, еще раз его подравниваем оставшимся кремом и украшаем. Делаем это на свое предпочтение. Можно шоколадной глазурью или шоколадной крошкой, присыпать кокосовой стружкой или орехами, украсить свежей или засахаренной вишней и так далее. Всем известный и любимый по-настоящему домашний торт «Монастырская изба» прекрасно украсит ваш стол не только к чаю, но и на званый праздничный обед. Торт вкусный, калорийный, сытный и в меру сладкий. Среди огромного количества десертов он по-прежнему любим и имеет своих почитателей. Настоятельно рекомендую. Приятного чаепития! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!